Всем привет, это Optics Trade, меня зовут Георгий, и сегодня мы с вами рассмотрим два конкурирующих бренда. Это PART и Sciton в лице цифровых прицелов. Рассмотрим их внешне, внутренне, так скажем, функционал посмотрим. Естественно, посмотрим, как они смотрят и днем, и ночью, и попробуем сделать какие-то определенные выводы, кто из них все-таки круче. Итак, начнем мы с самого простого, это комплектация. Здесь, честно говоря, отличий крайне мало. Приборы на данный момент комплектуются достаточно обширно, полностью. Единственное, что разница только, наверное, в чехольчиках будет. Что непосредственно у нас внутри. Сами прицелы, мы их отложим сейчас в сторонку. Так, собственно говоря, вот наши два прицела, которые мы будем сравнивать. По комплектации я не скажу, что здесь какие-то идут различия. Есть все, что нужно для охоты. Есть чехольчики, есть, соответственно, кабели для зарядки, есть, самое главное, это все кронштейны. И тут спрятаны в чехольчик. Отличия у них в комплектации на самом деле нет. Ранее компания PART выпускали прицелы без комплектации аккумулятора. Сейчас же они уже все это кладут в комплект, поэтому в этом я не вижу какой-то определенной разницы, что здесь плюс и минус. Не будем сильно на этом останавливаться. Единственное, что главные моменты — это вот разница в кронштейнах. На самом деле, на первый вид они очень одинаковые, но у них отличается немножечко именно посадочная вещь, посадочные отверстия. То есть, если вдруг у вас будет кронштейн от Sciton, на PART он не подойдет, и, соответственно, наоборот. Но это единственный такой нюанс, ни на что не влияет, просто такое вот замечание. Вот. По комплектации не вижу больше никаких проблем. Давайте пойдем дальше. Итак, вот они, два наших испытуемых. В модельном ряде, что и у того производителя, есть достаточно обширные вариации, связанные с тем, что имеются разные диаметры объектива и разная длина волны инфракрасной подсветки и наличие и отсутствие дальномера. Мы взяли те самые два варианта, которые самые популярные. Почему? Потому что у них меньшая кратность, то есть это позволяет иметь более широкое поле зрения. Это приборы с 940 волной, соответственно, она самая невидимая относительно всего остального рынка. И также оба этих прицела имеют лазерные дальномеры. Итак, приступим к первому, это осмотр внешнего вида. Честно говоря, вот прям существенных разниц визуально, вот так вот, их достаточно мало, но они все-таки есть. Мы остановимся даже на каких-то минусах, которые мы встретили во время, так скажем, тестов данных прицелов. Что мы можем сказать? Что батарейные отсеки, они тут одинаковые, что вот центральная часть, она тоже достаточно одинаковая. Различие только в исполнении платы. Здесь там 4 кнопочки управления и кнопка включения здесь 4 кнопочки управления и кнопка включения вот здесь вот. То есть я не думаю, что это сильная разница какая-то, да. Единственное, что все-таки, когда они расположены кнопки в одну линию, при первом, так скажем, пользовании не всегда логично, что нажимать, когда работаешь в меню, выбираешь настройки и так далее. Здесь же немножечко попроще, но это субъективное мнение, это вот чисто мое, так скажем. Что действительно важно, так это то, что, во-первых, давайте посмотрим на такие вещи, как фокусировка. Фокусировка, она находится у нас на объективе, позволяет сделать изображение четче, да, все как бы понятно. Единственное, что разница в чем? Во-первых, PART обладает небольшим таким рычажком. В какой-то степени это удобно. Если он мешает, можно его убрать. Это такой вот, не знаю, мне кажется, это плюс. Все-таки удобнее, особенно когда в перчатках где-то
вращать намного удобнее. Такой как бы более тактический вариант. У Сайтонга же у нас идет просто, да, есть небольшой выступ для регулировки фокуса, но я бы не сказал, что это сильно как-то меняет дело. А вот что действительно можно заметить у китайцев, так это то, что вот они много пытаются всегда все запихнуть в прицел и какие-то моменты не учитывают. Но давайте посмотрим, как работает вот эта фокусировка на Сайтонге. Смотрите, мы ведем. Ну, то есть вот запас фокусировки здесь достаточно большой, но когда мы приходим в конец, самый-самый-самый конец, мы упираемся в инфракрасный фонарь. Вот такой вот. Ну, вроде как бы, да, достаточно широкий диапазон регулировки, но то, что он не стопорится до инфракрасного фонаря, а по факту по нему бьются, ну, такой все-таки небольшой недочет. У Парда вопрос много в другом. Здесь же уже есть стопоры, то есть они нигде не мешают, но есть такая вещь, и у того прицела добавили сюда лазерный целеуказатель. Вещь очень крайне такая, я бы не сказал, что сильно ненужная, но мало кто пользуется лазерным целеуказателем у нас. Почему? Потому что бьет он не сильно далеко, он заметен. Ну, это все-таки по старой такой закалке. Работать с ЛЦУ немногие охотники у нас любят. Итак, поехали. Чтобы показать эту вот необычную особенность с точки зрения лазерного целеуказателя, включим приборы. Стоит заметить, что и у Сайтонга, и Парда достаточно хорошая скорость загрузки, там не более 2 секунд, и это действительно так, загружаются они очень быстро, то есть раз, и они включились. И сейчас, если не ошибаюсь, вот так мы включаем лазерный целеуказатель, вот он на моей руке сейчас виден, ну, при таком освещении сейчас, наверное, слабо видно, но вот виден. И теперь мы вращаем нашу фокусировку до непосредственно лазерного целеуказателя. И мы видим то, что она начинает, вот, видно, да, перекрывать. Самое главное, это мы еще сейчас уперлись вот этим рычажком. А сейчас мы его еще поднимем. Можем полностью перекрыть лазерный целеуказатель. Ну, то есть вот таким вот образом. Ну, такие вот недочеты у китайцев бывают, непродуманность. Вроде как бы и запихали лазерный целеуказатель, а про фокусировку не подумали. Это что по поводу недочетов, что они есть и непосредственно у Сайтонга, они есть и у Парда. Поехали дальше. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это лазерный дальномер. Он здесь вот сбоку у прицелов представлен, тут уже ничего не перекрывается, но если только вы самостоятельно, там, я не знаю, крышкой его не перекроете, да, то в принципе тут все нормально. Ну, можно посмотреть сразу и заметить, что разница в них есть. Непосредственно у Парда окно излучателя и приемника они намного меньше, чем у Сайтонга. Но, кстати, забегая вперед, когда мы будем рассматривать с вами параметры, то дальность измерения лазерного дальномера у Парда она выше, ну, там 1200 против 1000. Но, тем не менее, обратите внимание на приемник. Во всем остальном, ну, единственное, что только, наверное, размер кольца диоптрийной подстройки у Сайтонга больше, здесь меньше, но все уже вот эти вот недочеты, тут уже все одинаковое. То есть планочки Вивера и тут есть, ЛЦУ и тут есть, закрытой крышкой аналогично, вот посмотрите, да, то есть вот как вот здесь вот круглая крышка у нас находится порты для подключения карты и подключения различных кабелей, так и здесь у нас абсолютно то же самое. Такое же. Вот интересно даже, кстати, они подойдут друг к дружке. Ну-ка, если я сейчас Сайтонг, ну, да, они одинаковы. Интересно, сейчас он, наверное, работать не будет. Я внес в него частичку Сайтонга. Ну, собственно говоря, теперь перейдем к параметрам. Прицелы отличаются, как я сказал, уже внешне, но они и по параметрам вот один в один, куда вот не смотрим, все один-один. Есть ряд замечаний важных. Ну, вес у Парда меньше, это не интересно. Вот самое главное, наверное, интересно то, что у Сайтонга стоит AMOLED-дисплей, в отличие от Парда, у которого стоит OLED-дисплей. Это на что это влияет, собственно говоря, картинка
не который будет получать, так скажем, сенсор, а уже непосредственно построенная картинка на дисплее, она будет просто красивее, четче и обладать большим количеством цветов. Вот. Минимальная дистанция фокусировки у парда от 2 метра против 3, но это тоже не сильное различие. Да, кстати, мы взяли варианты попроще. Почему? Потому что в линейках у каждого производителя есть еще вариация с увеличенным диаметром объектива и изначальной кратностью уже оптическим увеличением в 6,5 крат, достигаемого цифрового до 13. Мы взяли попроще. Почему? Потому что они просто популярнее. И исходя из этого, пард имеет у нас увеличение оптическое 4,5 крата и достигается 9, а Сайтонг начинается с 3 до 8. Ну, исходя из этого, то есть часть оптических параметров, она отличается. То есть, естественно, кратность меньше, поле зрения у нас шире. То есть в этом Сайтонг чуть-чуть как бы выигрывает, но я не скажу, что это сильно как-то улучшит позиции одного из них. Ну вот сейчас, например, вы можете видеть картинку, как данные прицелы смотрят днем. Насколько возможно заметить эту разницу в поле зрения. Так, дальше у нас идет различие, которое я уже сказал. Это различие в дистанциях замера лазерного дальномера. То есть пард у нас дает 1200 метров, а Сайтонг 1000 метров. И на самом деле такие дистанции для данных прицелов — это овер дофига, потому что мы имеем дело с цифровыми приборами, да? А главный принцип цифровых приборов то, что они, как ни крути, будут все равно зависеть от инфракрасной подсветки. И вот если мы днем будем работать, ну да, дальномер может измерить достаточно далеко, опять же, с определенной там погрешностью на таких высоких дистанциях. Но сделать мы с этим, ну, мало что сможем. На такие дистанции стрелять с подобными дешевыми прицелами, ну, не знаю, такое. Мне кажется, для таких дистанций есть прицелы поинтереснее и покруче. Вот. А в ночное время вы просто не увидите цель, куда на дистанции 1000 метров. Они не работают на 1000 метров, и это сами производители об этом пишут. И пишут они, собственно говоря, что дальность обнаружения с работающей инфракрасной подсветкой, тут, честно говоря, кто-то прав, а кто-то нет. У парда аж 350 метров, а у Сайтонга 200 метров. Что, конечно, очень сильно под сомнением и то, на самом деле. Мы сейчас дождемся ночи и это обязательно проверим. Так, почему есть какие-то определенные сомнения? Ну, во-первых, начнем с того, что у вас объективы у прицелов очень-очень небольшие. Вообще, подобные бюджетные приборы рассматривают те люди, которые в свое время покупали бы, наверное, прицелы на ЭОПах первого поколения. Если еще кто помнит такие, ушли они с рынка где-то года уже 2-3 назад, уже точно они закончились, потому что ЭОП стало очень дорого производить, именно первого поколения, да, цифра его полностью вытеснила, потому что он засвечивается и так далее. А эти приборы, как видите, мы их сейчас спокойно включенными держим, и с ними ничего не происходит, а первое поколение они могли полететь. Вот. И с ними, да, можно их хорошо сравнить. То есть у них и цена, как вот первое поколение, но здесь огромное количество функционала. То есть цифра в этом плане сильно выигрывает. Но если вы помните, прицел на даже первого поколения имели вот такие вот здоровые объективы. Здесь же объективы очень-очень небольшие. То есть это, конечно же, влияет на светосилу. Опять же, инфракрасные фонари. Да, здесь есть у каждого прибора возможность немного подрегулировать луч. Тоже это обязательно ночью покажем. Но, тем не менее, фонарики здесь стоят штатные, относительно слабые. Собственно говоря, именно для этих целей и созданы планочки Вивер, что здесь, что можно в случае чего повесить еще дополнительные фонари. Но, опять же, это увеличит и вашу видимость. То есть животное может вас легче заметить. Если вы тут все обвешаете фонарями, конечно же, вас заметит. Так что попробуем проверить, насколько действительно приборы смотрят. Итак, перейдем теперь к функционалу данных прицелов. Напичка она не
множеством различных функций и очень много схожих. Безусловно, есть картинка в картинке, которые, я думаю, все уже знают, увеличение, да, дополнительное, цифровое увеличение, видеозапись, с которого мы, собственно говоря, будем снимать изображение впоследствии. В чем вот действительно различие? Так это в том, что и тот прицел имеет гироскоп, то есть они могут показывать угол наклона, насколько прицелы может наклониться в бок, да, чтобы охотнику было легче сориентироваться и выставить его ровно, а также угол наклона по оси ружья, то есть он также может мерить вот этот вот угол. В чем здесь вот именно особенность? Она, наверное, одна из таких вот ключевых, потому что мы также перейдем еще впоследствии к различиям в прицельных сетках и попробуем именно понять, почему именно так было сделано. В чем оно заключается? Если мы рассматриваем данные показатели, которые выводятся именно у парда, то они выводятся цифрами. Показания угла вы можете видеть циферками. У Сайтонга же есть помимо цифр еще и шкалы. В чем вроде такая вот небольшая вещь, зачем мы обостряем на это внимание. А собственно говоря, вот в чем. Если мы действительно хотим пользоваться данными функциями, то при работе с Сайтонгом мы можем видеть эти шкалы достаточно хорошо боковым зрением, не отвлекаясь от основной картинки. И это прям удобно. То есть, если вам действительно нужно знать значение там, угла, да, вы это высматриваете, выставляете прицел, то это больше в сторону парда, потому что там вот как раз вот эти циферки. Но визуально выставить, то есть приходится всегда вот смотреть на эти циферки. Чтобы попасть в 0, вы должны смотреть на этот 0. При этом вы фокусируете глаз на этом значении, теряя основную картинку. То есть пард, он больше интересен для людей, которые хотят что-то прям вот точно рассчитать свой выстрел, и к этому, кстати говоря, придем чуть позже. А Сайтонг, он имеет некую такую вот охотничью сноровку для удобства работы именно охотника. То есть вам не сильно должны быть важны значения, как сильно у вас завален прицел, как сильно у вас, собственно говоря, наклонено оружие. Вам нужно визуально выставить просто ровно, быстро и не теряя при этом, самое главное, из поля зрения основную картинку. Также вот эту специфику, то, что пард делают больше, можно сказать, для высокоточников, а Сайтонг больше делает для охотников, проявляется в прицельных сетках. Мало кто на это обращает внимание, но в цифровых приборах есть возможность сменить прицельную сетку, и разновидностей их очень много. Если мы рассматриваем у Сайтонга, это порядка 7 прицельных сеток, у парда это 6 прицельных сеток. Но давайте их посмотрим сейчас. Вот сейчас мы показываем вам прицельные сетки Сайтонга. Мы видим, что есть, да, баллистические сетки, достаточно серьезные, с большим опуском вниз, но, тем не менее, они более простые, охотничьи, и если вы используете этот прицел для охоты, подобных сеток вам будет реально закрывать все задачи, и больше вам на самом деле не надо. И если мы будем работать вообще на коротких дистанциях, баллистические сетки вам вообще не нужны будут. Вы будете пользоваться основными, вот окружность, точка и так далее. А вот сейчас мы посмотрим на прицельные сетки парда. Вот мы видим непосредственно, что у парда уже есть прям вот совсем несвойственные для охоты прицельные сетки. То есть это те же елочки наподобие тремора и так далее. То есть это действительно расчет на стрельбу на высокоточку. По поводу точности данных прицельных сеток это говорить сложно. Все-таки это дешевые и китайцы, дешевые китайские прицелы. И мы говорим еще именно про цифру. То есть когда мы говорим про сеточки с баллистические, нужно воспринимать это не то, что это гравированная сетка на линзе, да, а именно как выводится эта сетка на дисплей.
Ну, то есть наши прицельные сетки сильно зависят от дисплея. Разрешение дисплеев у обоих приборов достаточно серьезное, 1980 на 1080, то есть это позволяет отображать эти сложные прицельные сетки, но тем не менее мы все равно упираемся в пиксельность картинки, и вычисления по сетке все равно нужно экспериментально на практике высчитывать, и будете ли вы пользоваться такими сверхсерьезными сетками. Нет. А вот баллистическим калькулятором, скорее всего, будете пользоваться. Это удобно. Представляет в Парде эта функция представлена таким образом, что если вы измерили расстояние лазерным дальномером, и у вас изначально выставлены в профиле все характеристики патрона, то он сможет сместить специальный крестик на положение ниже. Тем самым вы можете сделать более точный выстрел. Это такая вот дополнительная удобство. Но опять же, это, наверное, будет очень характерно на каких-то совсем серьезных дистанциях. То есть это именно в дневное время. Так, сейчас поставили наши прицелы на дистанцию, вот измерили дальномером 187 метров. В качестве цели у нас будет макет волка и макет зайца. Сейчас просто покажем картинку, как они смотрят именно в дневное время. Причем обращая внимание то, что изображение, которое мы будем показывать с самих приборов, оно, естественно, может отличаться от того изображения, которое мы получаем, смотря в окуляр. Поэтому мы отдельно с телефона засняли и окуляры. То есть цветопередача, она отличается у Парда и у Сайтонга. При одинаковых мы не выставляли там какие-то дополнительные значения, там яркости или прочее, но чтобы они были вот именно в равных условиях. И что мы видим, что у Парда, у него в какой-то определенной степени, ну, можно сказать, что выше контрастность, на самом деле из-за того, что вот именно идет AMOLED дисплей, он передает меньше вот этих красок, и вот в Сайтонге очень видно, что он более такой цветастый, более яркая цветопередача. И исходя из этого и получается то, что контрастнее Пард, но интереснее, вкуснее, посочнее картинка у Сайтонга. Здесь мы смотрим через окуляр Сайтонга. Видно то, что изображение немножечко ярче и цвета более насыщенные. Это у нас Пард. Съемка ведется Пард. Мы видим, что здесь достаточно высокая контрастность и более тусклые цвета. Так, ну-ка, иди сюда. Фу. Сейчас мы настроим фокусировку. Кстати, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Поставьте нам обязательно лайк, мы очень стараемся. Вон даже комары нас сожрали. И порекомендуйте это видео друзьям, это очень важно для нас. Мы очень стараемся делать для вас хороший, качественный контент. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и рекомендуйте. Так, и вот заодно мы проверим, как работает у нас приложение. И у Парда, и у Сайтонга установки все было без проблем. Да, я все подключил. Так, ну-ка. Так, вот с Сайтонга мы картинку уже имеем. Так, а здесь подключение. Да, все. Ну вот, собственно говоря, картинка есть, и мы можем делать фотографии, скриншоты прям непосредственно с мобильных устройств. Итак, у нас промежуточный этап. Начались такие хорошие сумерки. Сейчас мы включили приборы на запись без инфракрасной подсветки. Мы видим, мы, во-первых, видим них, да? Это мы видим сейчас то, что при дневном режиме еще картинка достаточно яркая. Несмотря на то, что сумерки. Даже можно сказать, что в дневном режиме в какой-то степени даже лучше сейчас, чем в ночном режиме. Сейчас попробуем переключить. Вот, переключаем мы на ночной режим. Ну, сейчас можем включить подсветку, она здесь сейчас не сильно нужна. Тем не менее, мы видим то, что подсветка сразу начинает сильно бликовать от близлежащей травы, а также от мошкары, которая летает сейчас в воздухе. Первый режим,
второй режим, третий режим. Можно также сделать регулировку самого фонаря. То есть мы можем его делать более вытянутым лучом. Но тем не менее, все равно мы видим то, что подсветка сильно бьет сейчас по ближайшим объектам. Отдельно бы хотелось сказать, выделить то, что у Сайтонга есть отдельный цветовой режим зеленого цвета. Он напоминает немного, да не немного, а прям напоминает, как работает ИОП, картинку прицелов приборов на базе электронно-оптического преобразователя зеленый. Тоже достаточно хорошее, качественное вот изображение. Так, это у нас уже парт. Сейчас мы наблюдаем ту же самую картинку в тех же сумерках на режиме дневном. Видим, что он значительно слабже, чем у Сайтонга. Переходим в режим ночного видения. Сразу видим очень большую такую хорошую вот засветку. И что характерно, вот эта вот рябь, которую мы видели изначально в дневном режиме, она тоже достаточно сильно видна. Первый режим подсветки — это у нас уже включенная подсветка. То же самое видим, очень большой отсвет. Даже у нас теряется фокус на объекте, когда мы отправляем. Изменяем фокус в наших объектах. Очень сильно трава дает нам вот эту засветку. И теперь поиграемся с изменением луча. Направим его вперед. Сразу видим, как у нас трава сильно отсвечивает. Как сильно она у нас светится. Если только вот куда-то вот наверх направлять. Прям совсем. Ну вот таким вот образом. Стало достаточно темно. Сейчас мы опять включили приборы в дневном режиме. То есть сейчас инфракрасная подсветка не работает ни на парде, ни на Сайтонге. Ну и тут видно то, что очень-очень-очень яркая картинка идет у Сайтонга. У парда почему-то она слабже. Сейчас мы переходим в режим, соответственно, ночного видения на Сайтонге. Включаем мы Сайтонг ночной режим. Стало более плавнее изображение. Да? Это ночной режим без инфракрасной подсветки. Итак, первый режим подсветки. Раз, второй, третий. Ну и на третьем режиме давайте мы поиграемся опять с фокусом. То есть более расширенный, более суженный пучок света. Но опять же трава у нас очень сильно засвечивает. Также сейчас посмотрим у Сайтонга на режиме ночного видения. На режиме именно ночном цифровое увеличение. Так, секундочку. Это у нас вот это вот. Тут, во-первых, плавный этот режим. Это мы сейчас работаем без инфракрасной подсветки. Так, инфракрасная подсветка у нас, конечно же, много тут засвечивает. Серьезная прям засветка. У парда в этом плане более направленность есть. И изменяем цифровое увеличение на максимум. Вот это у нас уже парт на режиме дневном. Сейчас мы переключаемся на ночной режим. Переключились на ночной режим. С ночным режимом, ну, естественно, поярче стало уже. То есть вот именно чувствительность здесь играет важную роль. Сейчас мы поиграемся еще немножечко с фокусом, но нет. Вот это вот размытие, оно все-таки идет. Очень большая рябь. Теперь включаем инфракрасную подсветку. Первый режим, второй режим и третий режим. Очень большой засвет, но тем не менее сейчас мы достаточно отчетливо видим объекты. Да, вот мы выставили фокус на удаление, то есть вот это вот у нас приближенный, расширенный фокус инфракрасной подсветки. И вот это мы смотрим сейчас вот на удаление. Ну, в таком режиме он
показывает неплохо. Такие прям видны контуры наших макетов. Все достаточно хорошо. Вот. Такого замечательного режима, как у Сайтонга, у Парда нет зеленого цвета. Также сейчас вот на этом режиме у Парда поиграемся с цифровым увеличением. Ну вот здесь достаточно хорошо сейчас наши объекты видны. Немножечко пониже опустим инфракрасную подсветку самого прибора. Она регулируется. Можно ее, соответственно, лево-вправо покрутить. Расширенный, вперед. Фокусировка. Ну, таким вот образом у нас происходит поиск объекта. Так, это наше цифровое увеличение. Итак, это у нас Пард, дистанция 308 метров, немножечко приходится ловить, потому что он убегает еще вдаль, иногда вот показывает 585 метров, это уже расстояние до леса, который за нашим объектом, а так это 383 метра. Мы сейчас смотрим в режим дневной режим, не видно ровным счетом вообще ничего. Сейчас мы, соответственно, переключим на ночной режим. Итак, мы вот сейчас мы переключили в ночной режим. Это без подсветки. Можно очень хорошо видеть, как работает сейчас лазерный дальномер. То, что бьет он не точечно, а вот некой полосой. А без инфракрасной подсветки он видит у нас, собственно говоря, вот так вот. Ну, какое-то очертание объектов есть. Но если мы вот так вот искали бы это в поле, ну, поймать было бы сложновато. Теперь включаем инфракрасную подсветку. Первый режим, второй режим, третий режим. Вот так вот где-то вот мы примерно что-то видим. Да? Вот мы видим вот эти вот объекты. Так, теперь мы попробуем с вами сделать цифровое увеличение. Так, вот у нас, соответственно, цифровое увеличение. Тоже сделаем немножечко фокус. Получше поиграемся. Ну и опять же с вот инфракрасной подсветкой приходится играться. То есть ее просто приходится прям задирать наверх. Либо она вот уходит вообще в молоко, либо вот она все-таки засвечивает ближайшие объекты, траву и так далее. Но тем не менее вот такие вот объекты у нас сейчас видны. Здесь мы видим на Сайтонге, что сейчас это дневной режим. Картиночка достаточно хорошая. Это дневной режим, ребята. И, собственно говоря, при измерении лазера мы видим, что это все-таки дистанция 262 метра. Мы направляем. Ну, 380 он тоже бьет. Это все-таки ошибка у Парда в точности именно стрельбы лазером. Переключаемся в ночной режим. Итак, ночной режим у нас без инфракрасной подсветки тоже достаточно четко видны наши контуры. Они можно чуть-чуть, наверное, еще сфокусировать немножко, но тем не менее уже это, конечно, рябь размазывается, потому что уже при такой чувствительности сенсора, конечно, мы видим очень много, что фотонов он хватает, и, соответственно, подсветка у нас просится, чтобы включить. Включаем подсветку, и сразу у нас все теряется. То есть мы выставляем фокус уже на дальняк, бьет очень сильно у нас в сторону, приходится, наверное, даже задрать немножечко прицел, чтобы сфокусироваться на объекте. Но инфракрасная подсветка здесь, конечно же, она, к сожалению, мало чем может вот так вот порегулироваться. Вот так вот, если мы только выставим, задрано наверх. Но, тем не менее, картинка с инфракрасной подсветкой, она теряется. То есть даже без инфракрасной подсветки намного лучше. Это у нас первый режим инфракрасной подсветки. Теперь мы включаем второй режим инфракрасной подсветки. Третий, но очень большой засвет у нас, соответственно, спереди. А теперь еще раз проходимся на режим инфракрасной подсветки второй, третий. И переключаем на зеленый режим. В зеленом режиме у нас тоже можно играться с подсветкой, но здесь тот же самый эффект. Но даже без подсветки картинка, мне кажется, даже в какой-то степени лучше, чем
с этой инфракрасной подсветкой. Так, теперь включаем. У нас сейчас 3 крата, плавное увеличение 4, 5 крат, 6 крат, 7 и 8. Так, ну что же, закончили мы наши эксперименты. Что мы можем, какие вот выводы непосредственно сделать? С точки зрения именно, там, как мы говорили раньше, там, комплектации, внешнего вида, функционала, они очень похожи. Единственное, что у Парда все-таки нацеленность идет в какой-то степени на высокоточку, а Сайтонг — это прицел для охотников все-таки, да, и у них очень много в этом идет различий. В сетках, в наличии у Парда баллистического калькулятора и так далее. Отдельная особенность, которую мы выделили, это по картинке. Заявленная 350 и 200 метров, у Парда было заявлено 350 изначально, да, а у Сайтонга 200. Мы это поэкспериментируем на разных дистанциях, то есть порядка 270 и 180 метров. Да. Что нам показалось? Что, во-первых, очень чувствительный сенсор у Сайтонга, ну просто невероятно чувствительный. То есть даже на дневном режиме он выдает хорошую первоклассную картинку. У Парда нет, то есть цветной режим — это дневной цветной режим, да, у него очень слабый в этом плане, то есть ночью все-таки нужно переходить в ночной режим, и тут его очень сильно спасает инфракрасная подсветка. А у Сайтонга, как ни странно, инфракрасная подсветка все вот губит. То есть мы видели сейчас на изображении, то есть мы, когда включаем инфракрасную подсветку, мы теряем всю вот эту вот вкусность картинки. То есть очень сильно бьет, ее невозможно как-то либо еще дополнительно настроить. Если у Парда она еще хоть как-то регулируется, можно там чуть-чуть вверх-вниз, но это опять же на самом деле баг, а не фича, да. То есть из-за того, что просто когда мы ее вытягиваем, у нее немножечко она колеблется, вот эта инфракрасная подсветка. И получается то, что мы могли ее чуть-чуть регулировать вверх, потому что трава ближайшая очень сильно давала засветку. То есть краешком значит, луча инфракрасной подсветки, когда мы цеплялись за объект, его было видно относительно хорошо на Парде, четко в ночное время, даже на таких дистанциях. Но у Сайтонга, конечно, инфракрасная подсветка прям очень сильно мешает. То есть он достаточно хорошо работает без инфракрасной подсветки. Что касаемо самих приборов, еще раз повторимся, что ценовая политика у них одинаковая, то есть они очень сильно равнятся в этом плане, выбор остается уже непосредственно за вами. Свои выводы обязательно напишите нам в комментарии, что вы видели, возможно, вы работали с этими приборами, можете дать какой-то лучший отзыв, да, особенно интересны ваши комментарии, если кто-то работал с баллистическим калькулятором, как он показал себя, насколько часто вы использовали баллистические сетки, помогли ли они вам в стрельбе, да, и также по Сайтонгу, если есть какие-то у вас отзывы, можете написать нам в комментарии, нам будет приятно, мы почитаем. И обязательно не забывайте подписывать на наш канал. Нам очень важна ваша поддержка. Мы хотим и создаем много интересного контента. Скрупулезно проискиваем все моменты, все детали, которые важны для пользователя и для охотников. Да, поэтому ставьте лайки, рекомендуйте наши видео друзьям. Нам будет очень приятно. Всем спасибо и до свидания. Еще отдельное замечание. Мы уже уехали с места съемок. Съемки проводили мы в полевых условиях. То есть то, что картинка, которую мы получаем, все-таки достаточно открытое поле. А в лесу все дистанции ты можешь сразу делить на 2, на 3. Потому что кроны деревьев будет, конечно, перекрывать очень сильно картинку, и видно будет слабо что-то. Плюс еще, конечно же, наши макеты фанерные, они светлого цвета, поэтому их тоже достаточно хорошо было видно.